Ну что я могу сказать? Второй день выживания на Марсе. Продолжаем нашу миссию. Там мы начнем ровно с того, на чем остановились в прошлый раз. Загружаемся. И в конце первой серии, так скажем, этого фильма игры прохождения на Марсе, нам там нашвыряло очень много заданий. Завершите миссию. И вон там целый их список этих миссий, что нам в принципе нужно сделать. Вот одна из них — зарядите тяжелый марсоход. Но я так думаю, что мы не с этого начнем. Мы начнем. Игра успешно загружена. Очень мы счастливы, но дело в том, что температура на планете 68, минус 68 градусов. И сегодня у нас по марсианскому времени пятница 7:46. Минус 68 — это прям можно замерзнуть. Я не знаю, что придумать по этому поводу. Возможно, нам стоит еще немножечко поспать до 9, скажем, пока не поднимется солнышко и не потеплеет. Ну, понятно, в ровере 21, все тут у нас вообще в норме. А ну-ка смотрим. Минус 44. Ну, я не знаю, насколько это терпимо. Наверное, все-таки терпимо. Будем на это надеяться. Вот наш аккумуляторный, батарейный, аккумуляторный, как угодно назвать, блок. Мы видим здесь это трансформатор, мы узнали. И вот есть еще такой же блок. Он, соответственно, подключен от трансформатора. И я так думаю, вот эту вот пустую ячеечку мы как раз таки и займем для подключения вновь построенного батарейного блока. Что нам для этого нужно? Естественно, нам нужен соединительный кабель. Высокомощный, изолированный, удлинитель он называется. Назначим его, допустим, на 6 слот. Выбираем. Здесь, значит, подписано input, это вход. И я так думаю, вот здесь, да, подписано output. Это будет выход. На данный момент мы соединяем вход батарейного блока с нашим, куда-то я далеко погнал, с нашим трансформатором. Мы вот почему-то нам холодно, я не знаю, насколько это критично, запитали наш новый аккумуляторный блок. Теперь так называемая энергетическая логистика нам предстоит. Что нам нужно сделать? Температура, кстати, также минус 44. Нам нужно выбрать на этот блок, сколько отдать киловатт. 40%. Ну, допустим, по 40 на оба блока годится. Что-то сейчас уходит на базу. И все в таком духе. Для чего он? Для чего? Вот наверняка, когда у нас день и солнышко над горизонтом, то электроэнергия у нас от солнечных панелей. Так вот, когда у нас наступит ночь, не будет никакой энергии от солнечных панелей, и ее нужно где-то запасать. Именно для этих целей и нужен, я так думаю, вот этот батарейный блок. Мы видим, что 28 киловатт у нас есть на входе, и на выходе 18,7 киловатт, и в принципе они идут в никуда. Предлагаю что? Первым делом предлагаю запитать нашу замечательнейшую базу. Вот здесь оно запитано, но запитано напрямую от трансформатора. И мы, кстати, вот как-то нужно проследить и выдернуть этот кабель из трансформатора, потому что так запитывать неправильно.
О, вот так. И бросили мы его. Заберем. Теперь тот же самый кабель мы используем, чтобы у нас на ночь не пропадала напруга-то. Выбираем наш кабель, подрубаемся к разъемчику и тащим. А чё мы его не тащим? Потому что не поднял. Интересный какой-то кабель, он телескопический. Его такое ощущение, что можно притянуть куда угодно. Так, и вот здесь у нас output. Тадамс. Что мы теперь видим? Значит, 42 киловатта у нас пошло на базу. Мне вот интересно, нужно ли нам столько? Мощность хода 28. Так как у него есть накопленная своя энергия в 180 киловатт. Это здорово. Смотрим, что же запитано от второго нашего батарейного блока. И видим, что запитан вот этот наш разгрузчик. Но у нас на самом деле есть более важный в плане энергообеспечения объект. Это вон там вдали кислородная и водяная станция, так называемый колодец. И вот желательно, чтобы колодец-то тоже у нас круглосуточно работало, не только когда есть солнышко. Поэтому отсюда мы убираем. Полежи пока здесь. И вставляем разъемчик вот сюда. Сколько ему нужно? Ему нужно всего лишь 10 киловатт. Кстати, тут можно наполнить бутылочку водой. Извлеките заполненный баллон. Ага. Оп. Теперь мы знаем, где добывать воду. Рассмотрим повнимательней. Реактор Сабатье. Обновление колодца. Сам колодец. Вот здесь. Зарядить скафандр. Здесь есть кислород. Прям напрямую можно от него набраться. И вот идет водичка. И идет она у нас, получается, в базу. Видимо, там она нужнее. А вот кислород почему-то не идет. Значит, что мы делаем? У нас где-то тут в наличии были еще помимо кабелей труба для воды газа. Ее 6-й слотец. И пробуем подрубить кислород, потому что база без кислорода это не база. И функционировать она будет неправильно, и находиться в ней будет неприятно. Как-то так. Я надеюсь, у нас все успешно запитано. Здесь всего лишь 10 киловатт нам требуется. Предлагаю на батарейном блоке выбрать те самые 10 киловатт. Больше не надо. Где-то здесь можно мощность выхода поставить. Здесь. Вот как-то так. Я надеюсь, этой энергии хватит. Ну, а там посмотрим. Потому что наверняка я еще не знаю. Наверняка я еще не знаю. И смотрим, в какой разъем включено. Кабель номер 2. Есть смысл. Вот кабель номер 2 тоже подсбавить до скольки? До 10 киловатт. Да. 9,8. Ну, в принципе, там остальное будет на зарядку уходить. Поставим 20%. 20%, я думаю, вполне достаточно. Это мы разобрались вот с колодцем, с генератором воды и генератором, собственно говоря, Oxygen, O2, кислородец.
с этим что нам понятно? Пока нам ничего не понятно. У нас на входе 28 киловатт, на выходе 38 потребляет наша база. И с этим тоже сейчас нужно будет разобраться. Изначально, я думаю, мы поставим сюда также процентов 20 энергии. Энергия, в принципе, дорогая. А если учесть, что это энергия на Марсе, то тут, конечно, вдвойне нам там. Вот, поэтому включаем режим экономии, оперэффективности. И как-то так мы поступили. По заданиям нам нужно зарядить тяжелый марсоход. Вот этим делом мы и займемся. Будем постепенно выполнять эти задания. Благо у нас заряжать что-то детектит. Что детектит? Где детектит? Я ничего не вижу. Я не вижу, что детектит. И еще я хотел попробовать вот выкинуть кальций из своего инвентаря. Вот в эту ямку бы желательно, чтобы он спустился. А как можно было О! Самому бы туда не сигануть. О! Перерабатываюсь. Марсоход. Отгоняем марсоход к зарядочке. Я не знаю, двери вполне возможно, они закрываются и автоматически. Нужно будет, кстати, проверить. Для дробилки пишет электричество нужно. Ну, естественно, потому что мы ее вообще сейчас отключили. И есть у меня предположение, что ее можно напрямую от трансформатора включить. Потому что как только мы что-то захотим крафтить, а это, скорее всего, будет днем, и вот это все нормально. И не будет это сооружение тратить настолько ценный ресурс. Вот. Вот, я думаю так. Там мы разберемся, как оно на самом деле. Миссия у нас зарядить наш марсоход. Вот здесь вот валялся. Как раз таки нужный нам разъемчик. И мы этим разъемчиком ищем, куда воткнуться. Па-па-пам. Явно не сюда. Явно не сюда. Но где-то этот разъем я видел. Вот. Вот оно. Его, кстати, еще и, по-моему, кислородом можно накачать. Но нет у нас в заданиях качать его кислородом. Поэтому заряжаем. И смотрим, так он, конечно, не будет заряжаться, ввиду того, что вот этот кабель, он как-то вообще интересно. Где его? Вторая ответная часть. Она как-то вот так вот идет. И куда она идет? И идет она вот сюда. А что появилось здесь? Марсоход. Почему не будет заряжать? Да потому что мы... Это вот какой-то тревожный звук. Сколько ему вообще надо? Я не знаю. Поставим 10%. Вот 7 киловатт у нас выдает сейчас на зарядку. Опять что-то детектит. Я не совсем понимаю. Голод. Голод и жажда. Нам нужно поесть. И нам нужно попить. Где мы увидим, что он заряжается? Ну, миссия точно у нас исчезла. Вот завершите миссию, где... Так, и нам нужно подкрепиться. Подкрепиться. Водичка пойдет сейчас в дело. H2O. Употребить. И у нас где-то была еда. Еда вот 17. Переработанные продукты. Тоже употребляем в пищу. Вот здесь можно бы доработать. Здесь не видно, насколько пополняется вот эта шкала голода. Было бы неплохо видеть. Ну, вот как-то так. Где-то так, как-то так. И вот что здесь? Идет загрузка 40%. Я так понимаю, что наш марсоход
Заряжается. Все, на этом пока единственное, что мы оставили без напруги нашу эту перерабатывающую станцию. И уже мне теперь непонятно. Мы этот кабель как-то завернули. Да, вот он, заворот такой. Подключим новым, я не знаю. Просто у нас сейчас получается на трансформаторе задействовано 3. Это 2 аккумуляторных и сам наш ровер. Теперь вот можно подключить. 20% используется. Так, выход у нас явно не дорабатывает наша установка. Не используется на полную мощность. Вот, а сюда мы уже подключим, соответственно, разгрузочную станцию. Я так думаю. Что у нас нам нужно? Вот в этот слот кабель. Бежим мы. И тут вот странно сделано в игре, что сначала нужно воткнуть вот приемник. Ага. Ага. И где ответная часть, ребята? Ну-ка, кто мне расскажет? С кабелями ведь тут вообще беда какая-то. А, вот она здесь осталась валяться. Чпыньк. Вот сюда. И вроде как у нас теперь все организовано грамотно. У нас 70 киловатт вырабатывают панели. Я, кстати, наверное, пересмотрю и перестрою вот эти две панели 5-киловаттные. Нам нужны все 30-е, потому что энергии наверняка нам понадобится больше. И вот видим наш подключенный разгрузчик. В принципе, можем на ровер мы чуть больше. Вот догоним до 70. И где-то как-то у нас вот так оно все и будет. Здесь 30. 22. Вход 70, выход 70. У нас аккумуляторные установки запасают на темное время суток мощность. Здесь все работает. И пришло время, наверное, нам все-таки зайти в базу. Либо же по базе, я вот не вижу, сколько по времени с того момента, как я запустил этот ролик. По базе, наверное, есть смысл это снять. Будет 3-й день. Мы зайдем в базу. И все там посмотрим. Разведаем. И все такое прочее. Мне радует, что разобрались с электроснабжением нашего всего вот этого хозяйства. Вроде как так должно быть правильно, но там уже дальше посмотрим. Здесь вроде как все есть, все крутится, все работает. Поэтому мы сейчас запрыгиваем в наш марсоход, тем более он заряжается. Прикрываем дверку, чтобы не было утечек ценного О2. И вообще, мне кажется, ее нужно сразу закрывать, потому что, да, скорее всего, да. И на этом моменте будем считать, что вторая серия по электроснабжению нашей станции, нашего жилища, вот, наших построек, помещений на Марсе окончена. Вот. Дальше будет 3-я серия, и она будет про посадку и выращивание 10 картофелин. Да, на этом, ребята, все. Всем спасибо, кто смотрел. Лайкосы не забываем ставим. Напомню, пройдем мы ее в итоге всю. Я настроен решительно по этому поводу. И всем пока-пока. Удачи и успехов. Вот как-то так.